Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу приготовить один из, наверное, самых летних супов. Это щи с щавелем. Они же называются щи зеленые. Что нужно? Хорошая охапочка щавеля. У меня уже сварен бульон на 3 литра воды. По стандартному рецепту у меня где-то килограмм говядины. Сегодня у меня говяжий бульон. Можно взять куриный, пожалуйста, сварите курочку, разделайте ее и дальше уже будем делать из бульона щи. Можно сделать постные щи. Я вам честно скажу, я не любитель зажарок. Ну вот прям вообще, это не мое, я не люблю, когда в супе плавает лук жареный. Нет. Поэтому не найдете, наверное, у меня ни одного рецепта супа, где я бы делала зажарку. Исключение, пожалуй, это борщ. Но в борщ я делаю скорее не зажарку, а это целая симфония, когда там что-то тушится, да, и свекла, и томаты, то есть это заправка. Что касается остальных супов, зажарку я не делаю. Здесь уже смотрите по своему усмотрению. Если бы я делала эти щи постными, тогда бы я взяла просто воду и уже в воду клала бы картофель, морковку, лук, который я потом бы вынула и добавляла в самом конце щавель. Итак, у меня сейчас на 3 литра бульона 4 картофелины, 1 морковка. Это то, что я добавлю в суп, но этого количества супа мне хватит на 2 дня, на 2 раза на большую семью. Поэтому то, что не разварится, не превратится в труху, я кладу сейчас сразу на общую кастрюлю, на большую. А вот щавель я буду добавлять уже отлив нужное количество на сегодняшний день. Итак, начинаю я с картофеля и морковки. Включаю бульон, чтобы он кипел. Нарежу тоненькими брусочками, чтобы сварилось все достаточно быстро. Это совершенно импровизация. Здесь режем как хотим. Хотите брусочками, хотите кусочками. И теперь отправляю овощи в кипящий бульон. Пока овощи варятся до готовности, я займусь нашим щавелем. Помимо щавеля нам понадобится еще отварное яйцо. Здесь ориентируйтесь на то количество порций, которое вам нужно. У меня сегодня обед на 3. 3 яичка я предварительно сварила вкрутую. На 3 порции, вот, смотрите, вот такая вот охапка. Он уваривается очень сильно, и этого даже в конечном итоге будет не так и много. Я не люблю, опять-таки, заваривать щавель на несколько дней. Ну, вот эта вот консистенция, которая вот через какое-то время, в которую вот приходит щавель, мне не нравится. Поэтому я делаю бульонную заготовку с картофелем, с морковкой, либо просто отвариваю, делаю постную такую заготовку, и на каждый день я закладываю свежую порцию щавеля. Тогда щи вкусные, свежие, ну, не придерешься. Итак, помимо щавеля и яиц возьму еще зелень. У меня будет свежий зеленый лук, укроп и петрушка. Здесь по вашему желанию, что нравится. Итак, овощи у меня полностью сварились, полностью готовы. Сейчас я буду вливать нужное количество супа. Сейчас он просто картофельный суп в отдельную кастрюльку. Вот такой у меня супчик сейчас на данном этапе с говядиной. То есть, если у вас щавеля так же, как и у меня, только на 1 день, данный вариант очень удобный. Сегодня у меня будут щи зеленые с щавелем, а завтра картофельный супчик. Очень удобно. Все. И как только закипел, чуть-чуть уменьшаю огонь и запускаю туда щавель. Снова довожу до кипения, выключаю и наливаю по тарелкам. Пока закипает, нарежу яички пополам, так, чтобы у меня уже здесь все было готово. Зелень порезана, яички готовы. Так.
Можно на одну порцию половинку, здесь по желанию. Хотите, можете вообще яйцо не класть, но здесь прям вот такой классический вариант, когда яичко. Все, как только закипел, снимаю, перемешиваю еще разочек. Теперь сюда зелень. Сначала яичко. Так. Одно. Маленькая тарелка, если тарелочка побольше, два. Зелень. Ну вот. Вот и все. Все очень просто. Два в одном у нас. Мои зеленые щи готовы. Попробуйте и вы. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и писать комментарии. Я очень жду. И в завершении, по традиции, музыкальный сюрприз от Сергея Чечетко.